Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В этом году мы еще с вами не встречались. От всей души поздравляю всех с прошедшими праздниками и желаю крепкого здоровья и успехов в ваших начинаниях. Совсем скоро День всех влюбленных, и многие уже готовятся к нему, вяжут милые игрушки. На моем канале есть один мастер-класс на эту тему. Я показала, как связать ангелочка Купидона с кудрявыми волосами, белыми крыльями и луком со стрелой. Можете заглянуть туда и вязать в свое удовольствие подарок ко Дню Святого Валентина. Сегодня я хочу показать вам, как связать объемное сердце, но не простое, которых в интернете много, а двухцветное. Размер его примерно 13 на 13 сантиметров в самых широких частях. Оно необычно тем, что имеет две половинки разных цветов. На основе этого сердца можно придумать разные валентинки, и в следующий раз я планирую показать вам один из вариантов превращения такого двухцветного сердца в милый подарок. Поэтому обязательно подписывайтесь на меня, если еще это не сделали. Сегодняшний мастер-класс будет состоять из одной части. Начну я с обзора материалов и инструментов, а затем мы полностью свяжем такое сердце. Я постараюсь максимально подробно показать весь процесс. Дело в том, что сама схема вязания несложная, но некоторые трудности могут вызвать постоянное выравнивание маркера и смена нитей по 2 раза в каждом ряду. Все покажу, все расскажу. Если вы тоже хотите связать двухцветное сердце, присоединяйтесь, я буду рада. А фотографиями готовых работ делитесь в социальных сетях. Ссылки на мои страницы в Instagram и ВКонтакте есть под видео. Также приветствуется обратная связь и комментарии. Итак, начнем. Для работы нам понадобится пряжа двух цветов. У меня голубая и серая. Это Yarn Art Jeans, состав 55% хлопок, 45% полиакрил, метраж 50 грамм на 160 метров. Вязать буду крючком 2 мм. Еще нам нужен будет клей Момент Кристалл и наполнитель Синтепух. А из инструментов нам понадобятся ножницы и игла с широким ушком, чтобы прятать хвостики. Вот и все, что нам необходимо для вязания двухцветного сердца. Итак, приступим. Начинать будем с чашечек. Это верхние части сердца. Нам нужны будут две одинаковые детали разного цвета. Серую чашечку я уже подготовила. Обратите внимание, ниточку я не обрезала. Последнюю петлю оставила открытой. Вторую чашечку голубого цвета свяжем вместе. Итак, вяжем первый ряд. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Далее вяжем второй ряд и делаем 6 прибавок подряд, то есть в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида. Третий ряд, 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 6 раз. Вяжем столбик без накида, далее делаем прибавку, и повторяем эту комбинацию еще 5 раз.
Обратите внимание, все вязание происходит по спирали, непрерывными рядами, без дополнительных петель подъема. Четвертый ряд и все остальные четные ряды мы будем вязать со смещением прибавок, чтобы они не формировали заметный шов на детали. Когда прибавки расположены строго друг над другом, образуются такие как бы дорожки. Они, конечно, не портят вид, можно вязать так, как вам привычно, но я предлагаю вам смещать прибавки через ряд. Итак, четвертый ряд. Сначала вяжем один столбик без накида, затем делаем прибавку, дальше вяжем комбинацию 2 столбика без накида, прибавка и повторяем ее 5 раз. И в конце вяжем один столбик без накида. Вот мы в четвертом ряду сместили прибавки. Далее вяжем пятый ряд. 3 столбика без накида, прибавка. Повторить 6 раз. Шестой ряд вяжем опять со смещением прибавок. Сначала провязываем 2 столбика без накида и делаем прибавку. Далее вяжем комбинацию 4 столбика без накида, прибавка и повторяем ее 5 раз. Теперь провязываем 2 столбика без накида. Седьмой ряд. 5 столбиков без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. В восьмом ряду опять смещаем прибавки. Сначала провязываем 3 столбика без накида, делаем одну прибавку, а дальше вяжем комбинацию 6 столбиков без накида, прибавка и повторяем ее 5 раз. Теперь вяжем 3 столбика без накида. Закончили 8 ряд. Далее вяжем 3 ряда по 48 столбиков без накида в каждом. Все, мы провязали 11 ряд и закончили вторую чашечку. В этом случае опять ниточку не обрезаем, а последнюю петлю оставляем открытой. Таким образом, у нас теперь с вами есть 2 чашечки для будущего сердца. Дальше будем их объединять. Теперь соединяем 2 чашечки вместе вот таким образом, совместив последние петли вместе. Вот так.
Крючок у нас должен находиться в последней петле второй чашечки, голубой. Чуть-чуть натянем петельки. Захватываем крючком петлю от серой детали и вытягиваем ее через петлю от голубой. На крючке у нас теперь пряжа серого цвета. Давайте серую пряжу я буду называть пряжей А, а голубую пряжей Б. Далее вяжем 12-й объединяющий ряд и начинаем его с 6 соединительных столбиков, провязанных сквозь петли последнего ряда обоих деталей. Находим вот здесь последний столбик, а здесь первый. И вяжем первый соединительный столбик. Теперь натягиваем ниточки. Далее таким же образом вяжем еще 5 соединительных столбиков серой пряжей. Вот мы связали 6 соединительных столбиков серой пряжей. В каждой детали у нас остались не провязанными по 42 петли. Переходим на серую деталь и по ней провязываем 42 столбика без накида серой пряжей. Не путаемся в петельках, находим первую свободную петлю и туда начинаем провязывать столбик без накида. Последний 42 столбик вяжем не до конца. На крючке у нас 2 петли. Захватываем пряжу голубого цвета и ею довязываем этот столбик. Таким образом мы сменили цвет пряжи. Натягиваем хвостики. Ну и далее вяжем 42 столбика без накида по голубой детали голубой пряжей. Не теряем петли. Смотрим внимательно, куда вводить крючок. Последний 42 столбик опять вяжем не до конца, также меняем цвет на серый. Обратите внимание, при смене цвета я оставила вот здесь ниточку подлиннее, чтобы после набивания наша игрушка не перекосилась. И в дальнейшем я буду менять цвет, оставляя внутри длинные нити, не обрезая их. В конце вязания у меня будет много ниточек посередине, потому что придется по 2 раза в каждом ряду в середине и в конце менять цвет. Главное не запутаться в них. Вы можете каждый раз обрезать ниточку и ввязывать хвостики. Тогда у вашей игрушки изнутри будет все аккуратно, но придется постоянно резать пряжу. Также вы можете вторую нить прокладывать вдоль ряда с обратной стороны, но она может просвечиваться, если сильно будет отличаться по цвету. Выбирайте любой способ, какой хотите, в каждом есть свои преимущества и недостатки. Итак, мы связали 12-й объединяющий ряд. В нем у нас должно быть 84 столбика без накида. 6 соединительных столбиков мы не считаем. Теперь вот сюда прокладываем нить контрастного цвета. Именно отсюда мы начнем вязать следующий ряд. И постоянно будем выравнивать маркер в процессе вязания. Он должен проходить ровно посередине сердца. Для этого при необходимости надо довязывать один столбик без накида до середины и смещать маркер. Только после этого можно начинать вязать следующий ряд. Если мы этого делать не будем, то маркер уйдет вправо и граница цветов сместится, а нам надо, чтобы она проходила ровно посередине сердца. Важно четко понимать 3 вещи. Первое.
Петля смещения не изменяет количество столбиков в ряду. Мы ее не считаем. Она меняет место начала и конца следующего ряда. Второе. Если я делаю петлю смещения, это не значит, что и вы должны ее сделать. У всех плотность вязания разная, да и пряжа может быть другая. Я буду показывать на своем примере, а вы ориентируйтесь по своей детали. И третье. Смена цвета у нас будет происходить посередине и в конце ряда. Каждый ряд у нас будет заканчиваться или столбиком без накида, или убавкой. Цвет пряжи меняем в процессе их провязывания. Если же нам потребуется петля смещения, то меняем пряжу, делая эту петлю. Много слов получилось, давайте перейдем к вязанию, лучше один раз увидеть. Далее нам нужно провязать 3 ряда, в каждом из которых 42 столбика без накида пряжей А и 42 столбика без накида пряжей Б. На крючке у нас уже пряжа А. Ею вяжем 42 столбика без накида. Теперь, чтобы мне не путаться в ниточках, я буду постоянно перемещать мои моточки пряжи в одну и в другую сторону. Смещу голубой моточек вот сюда, а серый моточек вот сюда. Все, вот так мне будет удобнее. Итак, вяжу 42 столбика без накида серой пряжей. Опять при провязывании 42 столбика меняем пряжу уже на пряжу Б. Перемещаем ниточки и вяжем 42 столбика без накида по голубой детали. Вот я дошла до конца ряда, мне осталось провязать последний столбик без накида. Обязательно в конце каждого ряда проверяем, находимся ли мы посередине и не нужна ли нам петля смещения. В моем случае маркер пока не сместился, петлю смещения не делаю, а провязываю последний столбик без накида и сразу меняю цвет пряжи. Ну и перемещаю моточки свои. Перекидываем маркер. Вообще-то мы можем видеть центр сердца и без ниточки маркера, ориентируясь на границу смены цветов. Ведь меняем цвет мы строго посередине и в конце ряда. Но она нам все равно необходима, чтобы не сбиться в рядах и случайно не начать ряд с другой стороны после первой смены цвета. Далее вяжем еще 2 таких же ряда. Я провязала 15 ряд, мне пока не нужна петля смещения, вот дальше мы будем делать убавки, и тогда она нам понадобится. Вяжем 16 ряд, пряжей А 12 столбиков без накида убавка, повторяем 3 раза, и пряжей Б 12 столбиков без накида убавка, повторяем тоже 3 раза. Убавку лучше сделать невидимой. Как она делается? Ввожу крючок за переднюю стенку первой петли по ходу вязания. Далее ввожу крючок за переднюю стенку второй петли по ходу вязания. Провязываю их.
а затем провязываю 2 петли с крючка. Вот так у меня получилась невидимая убавка. Вяжем дальше. Вот мы подошли к третьей убавке. В процессе ее провязывания надо сменить цвет пряжи. Давайте посмотрим, как это делается. Итак, ввожу крючок за переднюю стенку первой петли, затем ввожу крючок за переднюю стенку следующей петли, провязываю их. На крючке у меня 2 петли. Далее провязываю эти 2 петли уже пряжей голубого цвета. Вот мы сделали невидимую убавку и сразу поменяли цвет пряжи. Дальше перемещаем моточки наши и вяжем дальше уже голубой пряжей по схеме. Вот смотрите, здесь я провязала убавку последнюю и сразу сменила цвет пряжи. И вижу, что у меня сместилась ниточка. Поэтому я, наверное, распущу эту убавочку, провяжу ее заново без смены нитей и сделаю петлю смещения. Потом только поменяю цвет. Делаю убавку. Дальше в следующую петлю провязываю петлю смещения, то есть столбик без накида, и тут же меняю цвет. Теперь у нас маркер встал на место. Дальше буду вязать со следующей петли, вот с этой. Теперь меняем местами пряжу нашу и вяжем 3 ряда, в каждом из которых провязываем пряжей А 39 столбиков без накида и пряжей Б 39 столбиков без накида. Вот я связала 19 ряд. В процессе вязания 3 последних рядов я не делала петли смещения, они мне пока не понадобились. Вяжу дальше. 20 ряд. Пряжей А 11 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза. И пряжей Б 11 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза. Здесь я вижу, что мне нужна петля смещения, поэтому в процессе вывязывания убавки я нить не поменяла, а вяжу столбик без накида и меняю пряжу на серую. Мы закончили 20 ряд и сделали одну петлю смещения со сменой пряжи. Вяжем дальше 2 ряда, в каждом из которых провязываем пряжей А 36 столбиков без накида, а затем пряжей Б 36 столбиков без накида. Делаем это уже в следующую петлю. Перекидываем ниточку маркер и начинаем ряд уже вот с этой петли. Не забываем в процессе натягивать вот эти вот хвостики.
Провязала 2 ряда, петли смещения не делала. Вяжем дальше 23 ряд. Пряжей А 10 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза. Затем пряжей Б 10 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза. В этом случае я делаю петлю смещения и меняю цвет пряжи. Обратите внимание на границу смены цветов. Она у нас не совсем ровная, а имеет небольшие как бы зубчики. Мы не сможем ее сделать как по линейке идеально прямой. Но не переживайте, в самом конце мы спрячем все неровности под 2 воздушными цепочками, и будет все красиво и аккуратно. Дальше вяжем 2 ряда. Пряжей А 33 столбика без накида и пряжей Б 33 столбика без накида. Провязала 2 ряда без петель смещения. Вяжем следующий 26 ряд. Пряжей А 9 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза. И пряжей Б 9 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза. Здесь опять сделаю 1 петлю смещения. Дальше вяжем 27 ряд. Пряжей А 30 столбиков без накида, пряжей Б 30 столбиков без накида. Петлю смещения не делаю, меняю цвет в процессе вязания последнего столбика. 28 ряд. Пряжей А 8 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза. И пряжей Б 8 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза. Здесь делаю петлю смещения и меняю цвет. 29 ряд. Пряжей А 27 столбиков без накида и пряжей Б 27 столбиков без накида. Петлю смещения не делаю. 30 ряд. Пряжей А 7 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза. И пряжей Б 7 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза. Петлю смещения я не делаю, потому что чувствую, что начинаю уходить влево. Зачастила я что-то со смещением. Вяжем 31 ряд. Пряжей А 6 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза. И пряжей Б 6 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза.
А вот здесь петлю смещения я сделаю. Вяжем 32 ряд пряжей А 21 столбик без накида и пряжей Б 21 столбик без накида. Петлю смещения я не делаю. Теперь мы приостановимся для того, чтобы набить деталь наполнителем. Но сначала я вам хочу показать, что у меня творится внутри сердца. Посмотрите, ниточки идут в ряд с одной стороны и с другой стороны. Чтобы игрушка не перекосилась, набивать надо отдельно правую и левую сторону, не задевая внутренние нити. Они должны оставаться посередине. Итак, набиваем плотно, чтобы сердце было твердое на ощупь. Вот я набила сердце плотно. Ну и продолжаем вязание. Вяжем следующий 33 ряд. Пряжей А 5 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза. И пряжей Б 5 столбиков без накида, убавка, повторяем 3 раза. Петлю смещения не делала. 34 ряд. Пряжей А 4 столбика без накида, убавка, повторяем 3 раза. И пряжей Б 4 столбика без накида, убавка, повторяем тоже 3 раза. Здесь я сделаю одну петлю смещения. Эти хвостики нам теперь очень сильно мешаются, но нам надо не обращать на них внимания и вязать дальше. 35 ряд. Пряжей А вяжем 15 столбиков без накида и пряжей Б 15 столбиков без накида. Петлю смещения не делала. Вяжем 36 ряд. Пряжей А 3 столбика без накида, убавка, повторяем 3 раза. И пряжей Б 3 столбика без накида, убавка, повторяем 3 раза. Делаю петлю смещения. Тридцать седьмой ряд. 2 столбика без накида, убавка, повторить 3 раза пряжей А и 2 столбика без накида, убавка, повторить 3 раза пряжей Б.
Петлю смещения я не делала. Вяжем следующий 38 ряд. 9 столбиков без накида пряжей А и 9 столбиков без накида пряжей Б. Тут у нас пошла в конце самая кропотливая работа. Опять петлю смещения я не делала. Вяжем 39 ряд. Пряжей А 1 столбик без накида убавка, повторяем 3 раза. И пряжей Б 1 столбик без накида убавка, повторяем 3 раза. Стараемся не цеплять крючком вот эти ниточки, которые остаются посередине. Петлю смещения я не делала. Вот мы связали 39 ряд. Прежде чем вязать последний 40 ряд, донабьем сердце наполнителем окончательно. Вот я окончательно набила деталь. На все сердце в итоге у меня ушло много наполнителя, я его не жалела, чтобы придать красивую форму нашему сердцу. Ну и теперь вяжем последний ряд. Нам нужно провязать пряжей А 3 убавки и пряжей Б 3 убавки. Вот я провязала последние 3 убавки пряжей Б. Вот эту ниточку я спрячу внутрь. И чтобы отверстие закрылось, давайте провяжем еще столько убавок, сколько у нас получится, той пряжей, которая осталась на крючке. У меня обычно получается всего пару убавок. Все, мы закончили. Ниточки пока не обрезаем, они нам еще пригодятся. Вот такое сердце у нас с вами получилось. Теперь обязательно нужно вынуть нить контрастного цвета. Она у меня очень тоненькая, поэтому я это буду делать с помощью иголочки. Все. Ну и теперь нам осталось только спрятать границу цветов под 2 воздушные цепочки. Для этого нам необходимо набрать где-то 70-80 воздушных петелек, используя один хвостик, а затем займемся другим.
Вот я набрала цепочку из 75 воздушных петелек. Давайте примерим. Сильно не растягиваем ее, чтобы она не была вытянутая. Лучше набрать побольше, лишние мы потом распустим. Ну вот. 75 мне достаточно, пока ниточку я не обрезаю. Далее берем клей. В принципе, можно и пришить аккуратненько к сердцу, но я облегчу себе задачу. Итак, наносим клей на изнаночную сторону воздушной цепочки. Мне кажется, лицевая сторона будет смотреться получше. Вот я нанесла немного клея и приклеиваю. Голубая воздушная цепочка должна находиться ближе к голубой стороне, а следующая серая ближе к серой стороне. Вот и так постепенно наношу клей и приклеиваю аккуратненько. Здесь оставьте место обязательно для второй воздушной цепочки. Все, теперь ниточку можно обрезать и вытянуть ее. Далее хвостик вставляем в иглу и прячем внутри сердца. Точно так же делаем воздушную цепочку из серой пряжи и также ее наклеиваем вдоль границы с другой стороны. Ну вот, я приклеила вторую воздушную цепочку из серой пряжи и спрятала все хвостики. Мое двухцветное сердце готово. Еще у меня есть вот такое, вы его уже видели. Здесь я использовала другое сочетание цветов, более яркое, оранжевый с желтым. Интересно, а какое сердце у вас получилось и какие цвета вы использовали? Делитесь своими работами в социальных сетях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. В следующий раз я вам покажу, как из двухцветного сердца сделать милую валентинку ко дню всех влюбленных. На этом я с вами прощаюсь. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!